У меня есть знакомый итальянец Пьеро, который иногда говорит «Al posto di lavoro c'è anche il divertimento», что означает «помимо работы есть еще место для отдыха». Ну или «работа не волк, в лес не убежит», кому что больше нравится. Нет, Пьеро вовсе не лентяй, просто он типичный представитель своей страны и соблюдает баланс между работой и отдыхом. Ну, немножко в сторону отдыха. Другая моя знакомая, Номура из Японии, часто повторяет «ганбаре», что означает «давай, соберись, хватит бить баклуши». И это типичный японский подход. И мне стало интересно, а как выглядит Россия по соотношению работы и отдыха на фоне других стран? Что ж, давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе. И один из способов – прибегнуть к статистике. Так, я отобрал некоторые страны, и здесь вы можете видеть данные Организации экономического сотрудничества и развития. Это, так сказать, средняя температура по больнице относительно количества выходных и праздничных оплачиваемых дней в году. У вас может возникнуть резонный вопрос, а по какому вообще принципу я отбирал эти страны? Ответ прост до безобразия. Во-первых, я хотел посмотреть, как Россия выглядит в плане отдыха на фоне развитых стран. Ну и во-вторых, это мой субъективный выбор, потому что даже среди развитых стран существует большое количество примеров. Я остановился именно на этих странах. Если вы хотите посмотреть, как Россия выглядит на фоне других стран, можете посетить сайт Организации экономического сотрудничества и развития и сделать самостоятельный анализ. Итак, в представленном списке ситуация более-менее ровная. Германия, Италия, Япония, Голландия от 20 до в среднем 30 выходных и праздничных оплачиваемых дней. А вот две страны стоят особняком. Это США, где вообще по закону нет оплачиваемых отпусков и праздничных дней, и Россия, где таких дней довольно много на фоне остальных стран. А вообще статистика вещь ненадежная. И как в свое время говаривал Марк Твен, цифры обманчивы. Особенно, когда я сам ими занимаюсь. И далее, существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Почему же со статистикой все не так хорошо? Возьмем, например, Японию. Помните, да, раньше я сказал, что согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Японии 10 дней оплачиваемого отпуска и 16 дней праздников, которые также оплачиваются. Ребята, хоть убейте, не знаю ни одного японца, который столько отдыхают. Да, у них есть Golden Week, это аналог наших майских праздников, где-то в районе недели. И отпуск либо не берут вообще, либо берут от 3 до максимум 5 дней. Таким образом, получается в среднем, наверное, дней 10 среднестатистический японец отдыхает. Речь не о том, что это оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Это вообще отпуск как таковой. О том, почему так происходит, я рассказывал вот в этом видео. Советую вам его посмотреть. 12 часов полета, и мы в Германии. Как обстоят дела с работой и отдыхом в этой стране? Здесь я бы хотел сказать, что один мой знакомый немец, Herr Winke, любит повторять «Erst die Arbeit, dann das Vergnügen». Делу время, потехи час. Но, к сожалению, такого знакомого немца у меня нет. Другие же немцы, которых я знаю, относятся к работе и отдыху с немецкой прагматичностью. Во время работы нужно работать, во время отдыха отдыхать. И, наверное, это неплохо. Итак, сколько же реально отдыхают в Германии?
Дабы не грузить вас излишней информацией, скажу, что данные совпадают с ранее озвученными мною. Это 20 отпускных оплачиваемых дней и 10 оплачиваемых праздников. Есть незначительные нюансы, потому что в зависимости от территорий количество оплачиваемых праздников может незначительно меняться. Но в целом картина выглядит вот так. Много ли это или мало? Ну, все познается в сравнении. Например, на фоне японцев, для которых справедлива поговорка «нам хлеба не надо, а работу давай», немцы работают, точнее отдыхают очень даже много, просто неприлично много. Россия же, я не знаю, радоваться этому или огорчаться, находится в категории наиболее отдыхающих стран в мире. Ну, если вспомнить 42 отпускных и праздничных оплачиваемых дня в году в среднем, то это неудивительно. И, кстати, есть некоторые категории граждан, которые отдыхают намного больше. Я предвижу, что многие люди могут возразить и сказать: да где ты видел, чтобы в России по факту так много отдыхали? Ведь многие люди, которые работают в теневом секторе экономики и получают зарплату в конвертах, могут вообще не иметь оплачиваемых отпусков. И это правда. Но я же говорю о социально-экономической политике государства, которое считает, что можно иметь такое большое количество праздников и отпускных дней и при этом добиться серьезного технологического прорыва, как Америка или Япония или некоторые европейские страны. По крайней мере, отдыхать мы умеем. Почти как в солнечной Италии, где, несмотря на официальную статистику, которую я озвучивал ранее в этом видео, средний оплачиваемый отпуск равен 28 дням. В Италии есть одна хорошая традиция, ну как хорошая, для кого-то она может быть хорошей, а для кого-то не очень. Так вот, в Италии практически все промышленные предприятия отдыхают в одно время. Август – это сезон отпусков. Поэтому в Италии, ну не знаю, можно ли вообще в августе найти свободное место где-нибудь на пляже. Сделать это довольно проблематично, ребята. Зато на зависть многим молодоженам мира в этой стране есть оплачиваемый медовый месяц. 15 дней, правда, всего, но тем не менее. Я не знаю, насколько браков это распространяется, но на один-то уж точно. А вот в США нет не только оплачиваемого медового месяца, это вообще единственная из развитых стран, где на законодательном уровне нет оплачиваемых отпусков и праздничных дней. Хотя справедливости ради нужно сказать, что компании, сознательные компании, все-таки выделяют своим сотрудникам некоторое время, и в среднем по стране получается где-то 14-16 дней оплачиваемых отпусков и праздничных дней. Но люди не берут все дни отпуска. В Америке такая же проблема, как и в Японии. Народ просто помешан на работе. Такова цена капитализма, ребята. И в следующий раз, когда вы будете поднимать бокал за Новый год во время бесконечных новогодних праздников, выпейте также за американских тружеников. Кстати, про отпуск на Новый год и Рождество. Недавно я разговаривал со знакомым голландцем и спрашиваю его: как вы отдыхаете на Рождество? Только 25 декабря, отвечает он мне. А на Новый год только 1 января. А вы? Спросил он меня. И тут я нервно засмеялся. Да примерно так же. Кто-то может сказать: ну и что ты нам тут рассказывал? Если не брать в расчет Соединенные Штаты, Японию и некоторые еще другие страны, то Россия выглядит не так уж и плохо. Мы отдыхаем не намного больше, чем в некоторых других странах, и даже, к нашему разочарованию, в России нет оплачиваемого медового месяца. Так-то оно так. Но если проанализировать данные Всемирного банка, то картина следующая. Германия, Япония, Италия – эти страны находятся вверху списка по уровню ВВП на душу населения. А где же Россия?
Россия далеко внизу. Иными словами, отдых у нас непропорционально большой, да еще и оплачивается. Так что у меня язык не повернется назвать Пьеро бездельником или лентяем. А вот много ли мы отдыхаем в России? Вопрос остается открытым. Хотя отвечать на него я не буду, потому что у каждого может быть свое собственное мнение.